Мне тогда сказали, как бы, не употребляем наркотики, не употребляем алкоголь. И я такая, в смысле не как употребляем жить? алкоголь? Скажи, а вот все это время Бог, он где-то был? Причастие мне, можно мне? А если падаешь со ступеньки, то что? Я ему скажу, купи билет в Питер, приезжай в Феодоровский собор. Добрый день, я Тутта Ларсен. Это проект «Вера в большом городе». Сегодня у нас в гостях основатель школы идеального тела «Секта» Ольга Маркес. Когда знакомишься с твоей историей, смотришь твои интервью, слушаешь твои рассказы о детстве, складывается, по крайней мере, у меня впечатление, что ты вообще родилась человеком миссии, что вот для тебя прямо с детства было важно не просто там играть, жить, я не знаю, решать какие-то свои личные подростковые проблемы, но важно было, чтобы все в твоей жизни было наполнено каким-то смыслом, какой-то идеей, и вот поиск истины, мне кажется, для тебя начался очень рано. Я права или нет? Мне кажется, да, ты права, и мне рассказывают, ну вот моя мачеха, которая меня растила после смерти мамы, что вот я ей говорила, что у меня там были какие-то, ну, как сны, что вот там мама Бога приходила, ну то есть я, так как меня очень рано привели в храм, и очень много мне и бабушка, и прабабушка рассказывали, то есть все эти образы жили у меня в голове, и как бы мне кажется, что именно это повлияло на понимание вообще, что такое хорошо и что такое плохо, и что-то, то, что хорошо, для меня было каким-то глобальным. Ну, то есть хорошо это не просто мыть руки, хорошо это не просто, ну, вот, там, не обманывать старших, хорошо это вот что-то такое огромное, что я не могу понять, что я не могу почувствовать. То есть у тебя было такое ощущение, что над тобой есть некая незыблемая, неизменная сила, которая в любом случае за тебя. Да, у меня всегда было. Вот, то есть есть люди, которые там думают, есть Бог или нет, его ищут. И, ну, я видела в том числе как бы там в своем первом реабилитационном центре людей, которые вот просто я не могу поверить, что Бог есть. А у меня наоборот, то есть я всегда чувствовала, что Он есть, и у меня не было никогда в этом сомнений. А ты всегда чувствовала, что он есть именно с тобой, для тебя? Или был период, когда ты понимала, что да, он есть, но к тебе это не имеет отношения? Мне иногда казалось, что я его предаю. Ну, то есть мне казалось, что я предаю вот это вот чувство, что я от него отворачиваюсь. Не было такого ощущения, что он от меня отворачивается. Бывало очень болезненное чувство, что я недостойна этого хорошего отношения, которое ко мне есть. Всю твою историю красной нитью, по крайней мере, в начале пути шло желание выбраться, желание изменить свою жизнь и выйти в какую-то другую жизнь. И, наверное, вот этот ранний опыт, из 12 лет начала баловаться всякими изменяющими сознание веществами. Может быть, это тоже был такой, была попытка найти этот путь куда-то еще. Откуда тебе хотелось выбраться и почему? Мне очень хотелось, чтобы меня любили. Ну, люди, чтобы вот какую-то близость я ощущала со всем. То есть такое, что вокруг тебя очень много всего, но ты не можешь с этим соединиться. То есть изначально я не могла с этим соединиться, потому что у меня было очень много к этому миру какого-то... И мне казалось, что эта любовь невзаимна. Нет обратной связи. Ну, то есть, да, потому что вот то, что как бы за моей спиной, ну, как это в моем бэкграунде, в том, что я норм, у меня не было тогда сомнений. Но вот почему-то люди, они ко мне не тянулись. Мне очень хотелось, чтобы меня любили, потому что, ну, с детства я не была ни в чем хороша. То есть я сейчас смотрю на своих детей, там, они такие молодцы, они там легко обучаются и то, и все. А у меня не было, у меня не получалось ничего, и людям, мне кажется, было не за что даже меня хвалить. Вот эта вот история с безусловной любовью, мне кажется, тогда это было не модно. Ну, там, в 90-е все были на режиме выживания, некогда было отдавать безусловную любовь только в виде еды и крыши над головой. Наши родители, ну, вот так в это вкладывались. И у меня вообще нет никаких претензий, просто я понимаю, что меня в какой-то мере было сложно дать мне то, что я хотела. Мне очень тяжело давалось обучение, и я понимаю вот это вот
кризис молодого человека, кризис ребенка, который не может себя найти ни в чем, за что его вот похвалят. Ты сказала в одном интервью довольно жуткую вещь. Ты сказала, для меня детство было тюрьмой, из которой мне хотелось выбраться. Именно потому, что ты ни в ком и нигде не находила признания. Но у меня достаточно жесткое было воспитание, как бы мой папа очень строго воспитывал меня. У нас прекрасные отношения сейчас очень. Просто хотелось уже, чтобы я сама управляла своей жизнью, чтобы моя жизнь принадлежала только мне, и я сама принимала решения. Когда ты маленький, ничего не решаешь, это ужасно мучительно. В 15 ты практически самостоятельно существовала, ты ушла из дома. У меня были такие периоды, когда папа там разводился с моей мачехой, и меня отдали бабушке на какое-то время, то есть я жила там. Ну, то есть такое как бы переходное, ты не тут, и не там, и ты не понимаешь вообще, где ты. И вот в классе в 7, например, я вообще практически год не ходила в школу, как-то так отрывками, и так как никто там не посещал родительские собрания, никто об этом особо не узнавал, я сидела в компьютерных клубах. То есть тогда, наверное, первый раз так проявилась моя зависимость, такая вот, что я чувствую, что я не могу, ну, я понимаю, что мне надо там в школу, но вот я хочу туда, и я пойду туда, и я буду там сидеть, играть, и, ну, целый год это продолжалось. Ну, наркотики тоже как бы где-то там появились примерно. Скажи, а вот в этот период, сколько он длился, если мы говорим, что в 12 лет ты начала курить траву, и после программы «12 шагов», да, я так понимаю, ты выбрала высокочастный. Это большой такой путь, потому что до того момента, как я признала, что я зависимый человек, прошло, наверное, лет 10 от момента, когда я вот употреблять начала. И, конечно, были большие периоды, когда я говорила «нет, стоп», и в том числе как бы моя вот Я знаю, что ты не употребляла и год, и 2 были такие большие. Да, но это уже как бы в последний, когда я уже признала, что я зависимая, я оставалась трезвой, но все равно были моменты, когда я срывалась. То есть я выполняла не все, что надо было делать, и проверяла, насколько я могу что-то делать вот на А вдруг можно на немножечко, да, туда? Когда мой папа меня поймал с наркотиками, он меня очень жестко, естественно, отлупил? Среагировал на это. Вот наказание, оно мне не настолько как бы задевало, сколько когда меня там садили на домашний арест, лишали права там общаться, перемещаться. Ну, для меня я очень коммуникабельный человек, мне очень важно друзья, люди. Папа меня привел первый раз там к наркоманам, и я говорила, я там только травку курю, я же ничего не делаю. И мне такие, да, они все так говорят. Ну, там матери наркоманов сидели, в общем. Я решила, все, тогда я точно начну торчать назло бабушке, уши отморожу. У меня не было денег никогда на наркотики, у меня не было никогда возможности употреблять. Я уверена, что если бы она у меня была, я бы вообще, может быть... Не выжила. Не выжила бы, да. Но вот то, что у меня не было денег, это всегда очень сильно... Он защищала меня. Я, конечно, пыталась бросать, потому что это было неприятно. Я сравнивала себя со своими друзьями. Я употребляла больше всех и никогда не могла остановиться, когда они останавливались. Я всегда, мне надо было уже все до потери сознания. В каждой ситуации я видела разницу между человеком, который контролирует употребление, и мной. То есть я вообще не могла контролировать. У меня бывший муж тоже, он тоже зависимый. И вот он мог годами употреблять. Для него это было он мог поставить это на систему, я не могла, мне каждый раз прям надо было самоуничтожиться. Я бросала, и когда я начинала снова, мне было очень больно, потому что я понимала, что мне казалось, что я все контролирую, и я все еще ничего не контролирую. И это был курс, наверное, 3-й, 4-й, и мне было очень плохо, прежде всего душевно я была просто на дне. Я как раз узнала о программе «12 шагов анонимных наркоманов». Я сначала так к этому отнеслась и как-то пришла на первую группу просто поржать.
Никто там на меня не был похож, все какие-то странные, все какие-то неприятные, все говорят какие-то непонятные вещи, ну, то есть мне это абсолютно не отозвалось в тот момент. Первый шаг — это признать свое бессилие. И вот пока я не признала свое бессилие, это никак не работало. Пока я пыталась контролировать, ничего у меня не получалось. Скажи, а вот все это время Бог, он где-то был? Он вообще был с тобой или... Конечно, он был со мной, он был не в тех моментах, где не в тех моментах, где я употребляю там и лежу где-то в таком состоянии, где я сама себе неприятна, но в тех моментах, когда он дает мне возможности, показывает мне, где я еще нужна, что вот я так хотела, чтобы люди были со мной, любили меня, и вот эти люди, вот теперь у меня есть друзья, я чувствую себя защищенной в этом. Этот мир, он может нам дать очень много. То есть я начала с того, что я не могла соединиться с миром, потому что мир не видел меня, то в какой-то момент я перестала соединяться с миром, потому что я его перестала видеть. Внутри меня была вот эта пустота, внутри меня была какая-то черная дыра, которую я не могла ничем заполнить. В том числе вот в один из периодов состоялась еще одна моя попытка, такая первая, наверное, взрослая, прихода в храм. И она была для меня очень болезненная, потому что я пришла... Вся такая в дредах и в татуировках? Нет, тогда еще нет. Тогда еще нет, но я просто пришла в той одежде, в которой я была, и сначала меня там переодели, перед тем, как исповедовать, повели вот где одежду приносят для того, чтобы отдать, мне переодели в какую-то там вплоть до колготок. Кошмар. Там туфли, то есть сделали из тебя другого человека. Туфли-лодочки, которые я помню, что они мне жали. Ну, то есть, как бы, и мне в таком, меня в таком вот виде отправили домой и сказали: нет, ты не будешь, как бы, сегодня исповедаться, ты подготовишься. Да, и мне дали книгу, я подготовилась по этой книге, я составила просто огромный список всего во всех мелочах. Ну, кто готовился к первой исповеди, наверняка знает, что это такое. Я все выписала, и я пришла, и, по-моему, в 2 присеста меня батюшка исповедовал. Я все это делала на коленях, и потом он сказал: нет, ты не будешь причащаться, тебе надо делать духовные упражнения, ты недостойна. И вот я как-то не... И ты не вернулась больше? Нет, я возвращалась, но я даже не... то есть у меня вот какое-то вот ощущение, что вот я недостойна, и я, наверное, пока еще не готова, и я, наверное, пока еще не буду, я, наверное, еще пока просто помолюсь. То есть вот к причастию я так и не подходила, вот, мне кажется, лет 5, да, с детства. А ты говоришь, что у тебя внутри была черная дыра. А что это было такое? От чего она была? Вот это вот, если с психологической точки зрения, то это комок непрожитых эмоций, обид, страхов, постоянного страха того, что тебя не любят, ты все делаешь неправильно, если у тебя все есть, то ты все это потеряешь. Черная дыра — этот ком, который постоянно вращается, и на самом деле он очень легко заполняется как раз верой и Богом, если ты, понимаешь, что вот эту дыру не заткнут ни наркотики, ни алкоголь, ни еда, ни секс, ни покупки, ни деньги, ничего. То есть ни слава, ни количество подписчиков, вот все, что люди думают, что вот я это сделаю и вот это вот прекратится, нет. Это только, только вера, только вот, только это помогает. Я верю в Бога, да, но вот это не его дело, это мое дело. Вот это и с этим я должна сама разобраться. Вот, да, Бог мне пусть помогает в те моменты, когда мне сложно, но вот это не его дело. А как раз вот то, что первый шаг — признать бессилие, второй шаг — это признать, что есть сила более могущественная, чем мы. То есть, а третий шаг — это припоручить свою жизнь и свою волю в заботе Бога. То есть когда я перестала сама бороться со своей зависимостью и дала возможность Богу помочь мне с этим, это совсем другая игра началась. Как в человеке сочетается творчество и
стремление к саморазрушению. Ну, есть ли у тебя какое-то для этому объяснение? Вот это же Бог дает человеку такие дары, да? Талант тебе дает, способность так тонко чувствовать мир, способность творить, что-то создавать. Почему ты вместо того, чтобы использовать это как инструмент во благо, менять мир к лучшему, ты становишься заложником этого, и тебе от этого больно настолько, что ты просто себя все время глушишь анестезией, а потом в итоге убиваешь? Ну, просто для того, чтобы это все использовалось во благо, нужен твердый фундамент. Вот этот вот фундамент, про то, что я говорю, это должна быть душа, которая пребывает в мире. А люди, ну, которые чувствуют, они вот этот вот поток, они его в творчество как раз, они умеют его изливать. Но от того, что ты изливаешь это в творчество, это не помогает тебе здесь и сейчас быть счастливым и наполненным. Но фундамент — это Бог, это вера или что-то еще? Это целый набор. Когда я попала в первый реп-центр, это уже было мне очень полезно. Я пришла туда сама, никто меня как бы не тащил. У меня была подруга есть, Ника Суринович, просто удивительный человек. Она до сих пор занимается реабилитационными центрами. Вот, и тогда она была такая маленькая девочка, и как бы, и вот, она такая, да, у меня тут реп-центр, приходи. И я собрала котомку какую-то, я помню, я рыдаю, иду и туда, потому что мне так больно, так плохо. Не то, что я там за дозой, да, утром хожу, нет, я просто чувствую, что я, ну, как бы, вот мне дадут наркотики, и я возьму, и это значит, что я уже на дне. Там как раз были совсем разные люди, там и взрослые, которые там 20 лет на героине, вот это ты смотришь, как люди, которые совершенно не умеют определять свои эмоции, как они в этом делают первые шаги, как они начинают просто в течение дня, вот пока вы вместе в этом доме, выписывать события и свои эмоции. Там Оля мне сказала «доброе утро», я почувствовала радость, удовлетворение. Там, она не поделилась со мной печенькой, я почувствовала злость, обиду. Ну вот это начинается с таких базовых простых шагов. То есть невозможно взять и решить вот эту вот проблему, как-то просто там упав на колени, как-то помолившись особенно качественно, нет. Это начинается вот с такого. Ты сначала понимаешь, кто ты, вот что я, вот за клубок чувств, эмоций, и ты начинаешь это разбирать по таким молекулам, это большая работа. Вот, и прежде чем сказать, что дай мне, помоги мне, ты должен понять, что такое, кто я, помочь в чем, с какими чувствами, что прожить, ты разберись, где объект, где предмет. Конечно, мне тогда сказали, как бы, не употребляем наркотики, не употребляем алкоголь. И я такая, в смысле не употребляем алкоголь? У меня нет проблем с алкоголем, у меня с наркотиками проблемы. Давайте ее решать. Вот сюда не лезьте, пожалуйста. Вот это вот. Вот. И как бы надо мной посмеялись, естественно, сказали, да, хорошо, конечно. Вот. И потом какое-то время я пробовала употреблять алкоголь, не употреблять наркотики, естественно, ничего у меня не получилось. То есть после одного сразу следовало другое? Ну да, или после какого-то времени все равно. То есть я никогда не получала от наркотиков какой-то эйфории, разве что первые там разы, когда ты молод и как-то сам не осознаешь, что ты делаешь, потом это уже просто было больно. Как в этом состоянии найти в себе все-таки силы, попросить о помощи именно у него? Хотя тебе очень стыдно, ты чувствуешь себя перед ним виноватым. Меня привели за ручку, то есть это был уже вот второй как раз рехаб, который я тоже пошла туда сама, и не после какого-то долгого периода, там, у меня как раз вот был год трезвости, я сорвалась, потом 2 года трезвости, я сорвалась, там, буквально несколько дней поупотребляла, то есть как бы для меня вот это употребление, это было понимание, что со мной вообще тотально все не так. Не то, что как бы, ой, я там так долго была трезвая, и вот чуть-чуть поторчала, значит, все в порядке. Нет. Значит, и трезвость моя была некачественная. Значит, ну, это всего лишь следствие, значит, причина в том, что моя жизнь все-таки доставляет мне страданий. Вот я пошла туда, и это оказался православный реабилитационный центр.
очень классно, что я туда попала, несмотря на то, что это была супер аскеза, и нас постоянно там выедали до костей комары, и труд каждый день, такая там трудотерапия серьезная, при том, что я уже была, ну, из каких-то хороших условий, Звездой. да, ну, да, в своем каком-то мире я была звездой, и я просто приехала туда настолько смиренная. Я буду делать все, что вы хотите, любая работа, любое, все. Я приехала сюда для того, чтобы, ну, вот, исцелить свою душу. Мне говорят, вот сейчас ты исповедуешься, причастишься, и причастие мне, можно мне, и как да, а кому, если не тебе? Ведь ты там выздоравливающий наркоман, ты зависимый человек, самый нуждающийся в помощи Бога. Это то, что Он может дать тебе, чтобы заполнить пустоту, чтобы из того вот той размазни, которой ты вот так себя чувствуешь, чтобы приподнять тебя над этим. Он может дать тебе частичку себя, чтобы в тебе было что-то божественное, кроме вот этой чертовщины, выжженной дыры. Но я подумала, вообще-то это звучит логично. То, что мне, ну, то, что я каюсь, и то, что мне за это дается возможность стать ближе к Богу. То, что Он протягивает мне руку через это причастие, и я ее беру с такой благодарностью. То, что со мной в какой-то момент оказались так строги, значит, это для чего-то мне было нужно, для того, чтобы положить какой-то нужный кирпичик в мой опыт. Возможно, если бы ко мне сразу пришли так с распростертыми объятиями, возможно, я бы это не ценила так. А здесь так все случилось, что я это действительно оценила, и я действительно почувствовала, насколько это меня наполнило, насколько это мне нужно. Это мне нужно, я об этом мечтаю, я этого хочу, я хочу быть этого достойной. У меня было очень много программных каких-то инструментов, опять же, вот, глубокий самоанализ. В этот раз у меня появилась и вера. И в этот момент я почувствовала тоже, в том числе и в этом реп-центре, что вот я всегда же была child-free, я не хотела никаких отношений, не хотела замуж, потому что мне казалось, что я не могу, недостаточно хороша для этого, я не могу взять ответственность, я не умею это делать, у меня нет даже такого желания. Вот, и там я почувствовала, что я хочу этого, я хочу хотя бы попробовать, если у меня не получится, то и почему я должна отказываться? Ты говорила в одном из своих интервью о том, что ты так здорово научилась жить без денег и поняла, что, в общем, если ты умеешь жить без денег, то ты всегда выживешь вообще. И даже когда у тебя будут деньги, ты все равно не будешь к ним, ты от них не будешь зависим. И по ходу так и получается. И ты сейчас тоже сказала такую интересную идею, что круто, что у тебя не было денег, потому что если бы они у тебя были, ты бы просто разрушилась гораздо быстрее. А вот этот опыт аскетический сегодня удается тебе какую-то часть его продолжать в своей жизни практиковать, несмотря на то, что ты обеспеченный человек, успешный человек, у тебя классный бизнес, у тебя большая семья, он тебе сейчас нужен? Вообще любые желания свои я воспринимаю через призму зависимости. То есть то, что начинает меня очень сильно, то, что у меня превращается в тоннельное мышление, страсть такую, да? Да, это значит, что что-то мной владеет, и я всегда отношусь к этому с большой осторожностью. И, наверное, самая моя большая страсть — это работа. Но в работе удается сочетать то, что я делаю что-то на благо. Я последние 5 лет где-то не соблюдаю посты, потому что беременности, роды, и вот как-то у меня, хотя я делала это с 18 лет, какие бы у меня ни были периоды в жизни, там даже ты православные посты держала? Да, когда я даже употребляла наркотики. Например, еда и алкоголь я не употребляла. Это может звучать очень смешно и безумно, но вот почему-то для меня это было важно. Мы ходили на службы, на праздничные с моими друзьями, которые вообще, мне кажется, с тех пор ни разу в церкви не ходили. То есть я всегда к этому тянулась. И вот, но потом я перестала это делать, потому что, мне кажется, я как-то присытилась этими ощущениями контроля, вот аскезы, да, и не могу пока подойти к этому по-новому. То есть вот с моим новым опытом начать это делать не как пищу,
ну, брать какую-то не пищевую аскезу, потому что для меня вот именно пищевая аскеза потеряла какой-то духовный смысл. Может быть, с тех пор, как я начала заниматься, ну, сектой, да, как бизнес, который работает с питанием, я уже не могу, ну, отделить Физическое от физическое, психического. ну, как бы, я просто понимаю, что вот я отказываюсь там вот от таких-то продуктов, в моем рационе становится больше углеводов, потом я возвращаю жиры, моя поджелудочная болит, и я все понимаю, ну, ну, то есть, как бы, а перестроить это как-то под себя нужны силы. Для меня важным было это вот ходить на исповедь и на причастие, водить детей, вот это вот для меня стало новым духовным правилам, вот упражнениям, которые я начала Как давно выполнять. ты ведешь такую вот, ну, более-менее регулярную церковную жизнь? Вот как раз с выхода из того репцентра, это получается 7-8 лет назад. Совершенный разрыв шаблона. Мне почему-то всегда казалось, что тебе ближе буддизм или индуизм, какие-то восточные практики. И я знаю, что ты много ездила по Индии, очень любишь эту страну. Ну, как бы какие-то вещи, которые ты практикуешь, например, в секте со своими подопечными, там, медитация, йога, ну, довольно сложно сочетаются с, ну, как-то с традиционным представлением о христианке. Как ты это вообще все в себе Ну вот соединила? я еще давно, когда еще не было каких-то моментов, сама для себя решила, что я не буду петь мантры. Вот. То есть для меня это как бы было. Все-таки религиозные Ну, действия, ну да? да, то есть я понимаю, что да, такое религиозное действие, и вот всегда, когда там в зале все пели, я всегда не пела, то есть для меня. Но все, что я делаю, я посвящаю тому Богу, которому я верю. Все религии, я считаю, что вообще, в принципе, верующий человек, мусульманин там или буддист, он всегда ты всегда с ним найдешь больше общего, чем с неверующим. Ну, Вообще, в принципе. Никогда не было такого, о, буддизм звучит неплохо, стану-ка я буддисткой. Нет, ну, то есть я всегда понимала, что бы я ни делала, я делаю это все равно как православный человек. изменилось ли как-то творчество твое в Алай-Оле с тех пор, как ты воцерковилась и стала посещать храм? Потому что, ну, в твоих текстах иногда встречаются слова, которые, ну, в христианстве не очень, ну, как бы считаются скверными, да? И, ну, человек, который ругается матом, ну, а потом теми же устами молится, он вроде как, ну, как бы грех совершает в этот момент. Но Удалось тебе с этим как-то вообще, победить одна из это? первых песен Алай Оли — это «Бог есть любовь». Я тогда уже писала и материлась, и молилась теми же самыми устами. Я сквернословию. И каждый раз, когда на исповеди, я всегда говорю об этом. Я каюсь. И мне кажется, даже в них что-то есть Но ты очаровательное. воспринимаешь это как грех в своей вот личной духовной истории? Ну, я осознаю, что это то, над чем надо работать. Но, знаешь, бывают такие guilty pleasure, такой грешок, который ты такой, ну да, грешен. Ну. Твоя совершенно фантастическая работа в секте и вообще над своим собственным телом и со своим собственным здоровьем, которое на лице, я не знаю, увидят ли наши зрители, но Оля отказалась краситься, в отличие от меня, на ней нет вообще ни грамма косметики, она просто светится. И ты говоришь, что ты, ну, больше всего ты любишь свою работу, ты ею как бы вот немножко одержима. Не стало ли для тебя это новой зависимостью? Перешла на марафоны, ты делаешь Айронмена, и это уже, ну, больше, чем просто заниматься делом. Это как-то, ну, быть очень с большой страстью к своему делу относиться. Ну вот марафоны и Ironman от работы, они как бы, это отдельная история. То есть вот за марафон и триатлон я не могу уверенно сказать, что это добро, да. Мне кажется, что эта зависимость очень похожа на наркотики. Ты чувствуешь, что ты на грани, и тебе от этого, ну, то есть я понимаю, что вот это вот такая как бы Стимуляция, замена зависимости, которая происходит, есть, ну, и очень много похожих механизмов. Работа — это другое. Здесь я чувствую, вот бывает такое вот страсть, и когда внутри тебя все спокойно, все настолько правильно, и ты, ну, зависимость, от которой не больно.
И вот работа это как раз такое, я чувствую, что это помогает людям, я чувствую вот все, ну то есть вот есть работа в секте, есть тысячи маленьких историй, которые каждый день случаются с людьми и остаются с ними там на годы, ну и для меня вот это важно. В одном из своих интервью ты сказала, что ты 10 лет ненавидела свое тело и жила в таком расщепленном состоянии. Мне это очень знакомо, я думаю, не только мне. И мы вот с моей очень глубоко верующей подругой, которая по совместительству еще потрясающий врач, пришли к выводу, что это какая-то такая одна из форм маловерия, когда ты не принимаешь свое тело, не любишь себя такой, какой ты рождена от Бога, более того, ты еще и наносишь себе вред там, путем какого-то, ну, либо наркотики, либо алкоголь, либо компульсивное переедание, что это такая, ну, форма отрицания Бога в себе, что ли. Знакомо ли тебе это чувство? Да, 100% это именно так и есть, Как ты потому его что, поборола? ну вот это как раз, что вот я это что-то, а вот мое тело Это Б. это Б, ну да, что вот моя душа чистая, а вот мое тело, оно как бы недостаточно. Желание прихорашиваться, желание нравиться, желание вот быть вот, чтобы весь ты такой вот был, как вот ты считаешь, что твоя душа, а вот чтобы твое тело было такое. А я сказала, ну и пусть мое тело будет таким, какая моя душа. Не то, что моя душа лучше тела, моя душа такая же, как мое тело. Вот они, пусть они будут такими. Я отпустила этот контроль, я разрешила себе не нравиться себе, я разрешила себе вот быть такой, посмотреть на себя, перестать бороться. И я подумала, ну да, почему нет? Ведь такой человек тоже достоин любви. Я люблю всех этих людей, они любят меня, и не надо казаться красивее и лучше, чем мы есть. Почему я должна быть лучше кого-то? Почему я должна быть лучше кого-то и там такой же хороший, как кто-то? Нет, Ну, вот, а себе нравится? это мое место. Ну, Как я могу, понравится себе? я могу себе не нравиться. Ну и вот я такая, я не собираюсь с этим ничего делать. Ну да, смотрю на себя, ну, тетка, ладно. Прихорашиваться, да, вот быть каким-то там лучше, чем ты есть, вот я его как-то в себе, я поняла, насколько оно мучительно, и я его немножко отделила от себя. У меня было множество знаний о здоровом питании, все, я все это знала, все умела, любила тренироваться, ну, но это все не помогало мне. Но вот в какой-то момент, когда я перестала это все делать, и потом начала просто делать, вот я хочу лучше питаться не для того, чтобы по-другому выглядеть, я просто хочу этого. Вот не хочу есть это, я хочу есть что-то полезное, я хочу двигаться, я хочу чувствовать свое тело. Как бы оно там ни выглядело, каким бы я ни был, я вот буду это делать. И вот уже из этой мотивации мое тело уже совсем, да, я пришла в форму, но у нее было уже совсем другое содержание. Люди, которые приходят в секту, они ведь приходят как раз за тем, чтобы стать лучшей версией себя или нет? Да, но это не противоречит. Сначала тебе надо заложить все знания, сначала тебе нужно узнать, тебе нужно полюбить, а потом тебе надо отпустить. Как религиозные люди, да, мы должны больше заботиться о душе, чем о теле. А здесь получается, что ты целиком полностью сосредоточен на том, чтобы выстроить свою оболочку. Или все-таки без внутренней работы это не случится? Вообще в православии я замечала, что эта тема, она как бы, ну, тема Скользкая, да. тела, да, что скорее как бы аскеза и истязание, да, что кто-то может это воспринимать таким образом. Или даже такое, знаешь, ну как бы пренебрежение, что ли, телом. Да. Но сильное тело может сделать гораздо больше, ну, в том числе и богоугодных дел. И за ним надо ухаживать, за ним нужно ухаживать как за чем-то таким божественным, не ожидая от этого какого-то результата. За храмом своей души. Да, я бы сказала, что вот как бы заботиться надо как о любимом ребенке, но не ожидая, что он будет выглядеть или вести себя как-то определенным образом. Ты сама говорила о том, что в твоей жизни был период child-free. Материнство, чем оно оказалось для тебя самым сложным и что оно дало тебе вот, ну, какой движок, что ли, да, оно тебе, может быть, задало какую-то новую траекторию? Ну, дети, прежде всего, первый, потому что он открывает какую-то дорогу, конечно, очень много любви мне дал, ощущение, что, ну, мне больше не надо самоуничтожаться, я больше не только я еще
кое-кто, о ком я должна заботиться, то есть это дало мне какую-то твердую почву под ногами. И секта получилась, собственно, когда я уже была беременна, как школа. До этого это был как блог, все равно что-то как для меня. Как только у меня появился ребенок, мне кажется, я была готова отдавать. Для меня очень была удивительная мысль, которую ты высказала в одном интервью, что ну, твои отношения с телом окончательно выстроились, когда ты поняла, что ты уже не только себя кормишь и лелеешь, но и того человека, который живет внутри тебя, и ты просто в этом ты окончательно приняла свое тело таким, как оно есть. Это потрясающе, мне кажется, это очень такой крутой лайфхак для всякой женщины. Ну да, но, Вот. к сожалению, он не всем помогает, не со всеми срабатывает, но вот это вот, это сошлось, то есть вот хронологически то, что, ну, вот 3 года трезвости, которые я жила до вот этого вот православного реп-центра, они заложили большой, ну, большой опыт, то есть я понимала, что просто трезвая жизнь, просто жизнь там, по каким-то правилам, это еще не все, внутри должно быть что-то, какая-то смысл какой-то. Духовность, которой мне не хватало. Ну, то есть еще недостаточно быть трезвым, с грамотным эмоциональным интеллектом. Этого недостаточно для меня. И когда я попала туда, я поняла, чего мне не хватало. Мне не хватало духовного наполнения, мне не хватало вот этой вот какой-то активной веры, признания своей новой роли, что вот, может быть, я хочу стать мамой, может быть, я готова стать женой. И когда я вот это поняла, то есть у меня появились 2 новых планеты в моей системе, это семья и религия, которая не которая там где-то на бэкграунде, а которая здесь и всегда как источник, как колодец, да, из которого мне хочется пить регулярно. Вот, эти 2 вещи появились, и они очень сильно замкнули этот круг, и благодаря этому появилась и работа, в том числе любимая. И вот здесь вот все стало наконец-то, то есть я как-то встала на ноги, ну, внутри себя. Почему не сложилась семья отца твоих старших сыновей? Когда мы поженились, у него было 4 года трезвости, он как раз тоже, у него была активная такая духовная жизнь и в программе. Он писатель, то есть он пишет книги о своей зависимости, в том числе и вот пролог к первой книге я как раз писала, что вот я издаю эту книгу, пока он в больнице. И когда он вышел оттуда, то есть он, ну, любой человек, который только-только начинает свою трезвость, это как, ну, ребенок, да, небольшой. Вот надо поставить правильно режим, поставить правильно на рельсы вот эту вот программу, чтобы, ну, чтобы не останавливаться в этом. И у него не получилось это выстроить регулярно, и все равно как бы, ну, как бы не хотелось, очень сложно, ну, развиваться одновременно, параллельно, если, ну, вы не в одной... На разном уровне. Ну, я не считаю, что я как бы там на каком-то более высоком уровне или там что-то. Ну, просто вот когда ты активно работаешь по программе, и когда ты не работаешь по ней, совершенно разные вещи у вас в голове. То есть, ну, я, например, могу свои эмоции, ну, прорабатывать, я знаю, что лежит в основе, я очень много амортизирую за счет этого, вот, а человек, который не делает этого, он не будет этого амортизировать. Вот сейчас, когда мы развелись, и я считаю, что это для него вообще колоссальный просто рывок вперед, я смотрю, как развивается как бы его карьера, его отцовство и все, то есть это был настолько правильный, хороший шаг для нас обоих. Мне не было страшно никогда, потому что у меня было настолько вот ощущение, что я там сама, я одна. Я понимаю, что это во многом гордыня и неправильное обесценивание того, что делал он. Но вот в тот момент, да, может быть, для того, чтобы страха не было, для того, чтобы все это обезболить, и я была уверена в том, что я вообще... мало того, что не пропаду, вообще ничего не изменится. А войти в новые отношения не было страшно? Ну, мне приятно, там нравится, мне нравится там флиртовать, вот это. Я думала, что будет что-то такое легкое, да, но это не будет про семью. Вот. А тебе надо было что-то легкое?
Мне надо было что-то легкое на тот момент, просто как бы, чтобы не, ну, мне кажется, чтобы не вернуться, да, в брак, который только Был что. безнадежен. Ну, просто да, просто мы так расстались, что вот мне надо было уже головой, да, пребывать где-то в новом месте. Вот, и как-то так случилось, что Вадим оказался вот таким невероятным отцом, и просто как только он начал общаться с мальчиками, и я была в таком шоке, в приятном, что это человек, который сразу же уделяет моим детям чуть ли не больше времени, чем мне. И он заботится о детях как о продолжении меня, как об отдельных личностях. Это так было круто. У вас есть общая церковная жизнь семейная, или все-таки ты больше ходишь в храм? Ну, Вадим ходит со мной в храм, и дети ходят со мной в храм. Все равно я больше такой, мне кажется, двигатель этого процесса. У детей есть свое молитвенное правило, например? Нет, у них Ты не пока напрягаешь нету, их? да, я не чувствую, что я могу. Может быть, чуть попозже, когда они станут постарше, потому что иногда им причастие тяжело давалось, то есть им надо тоже вставать на рельсы, если пропускаем, то они такие, что, зачем? Ну. А тебе важно, чтобы человек, который с тобой рядом, разделял твою веру, или ты могла бы спокойно продолжать свой духовный путь самостоятельно, соло? Мне здорово, что мы можем вместе сходить в храм, и что нет никакого противоречия, что мы крестили ребенка, и он может со мной сходить на службу. По-моему, это здорово, но точно для меня не обязательно, чтобы он был таким воцерковленным человеком, потому что я сама не считаю себя прям таким профессионалом, чтобы так много вкладывать в свою религиозную жизнь. Но в то же время я больше не чувствую себя недостойной. То есть, мне кажется, я нашла какую-то свою золотую середину. Были какие-то неожиданные вещи, неприятные, с которыми ты столкнулась в материнстве? Ну, с ребенком всегда рождается страх, что с ним пойдет что-то не то, что он заболеет или умрет, и вот это вот все, как бы, эти страхи, которые, мне кажется, я никогда не боялась там своей смерти, я была готова там, в принципе, что там бабушки, дедушки, родители умрут, то есть смерть это нормально. Но с детьми это не работает так. Как раз, вот моя вера, да, и программа, которая помогает, что я не контролирую какие-то вещи, мне просто, если мне надо их прожить, мне придется их прожить. То есть ты тоже делегируешь это Богу? Ну, конечно, да. Если мне придется через это пройти, значит, если у меня будут силы через это пройти, если Бог мне даст, я пройду. Если не даст, то, я умру. Что самое страшное может случиться, я умру. Что можно сказать человеку, который вот как ты придет в храм, переполненный своей болью, своими какими-то вопросами, на которые нет ответов, а ему скажут, ты не так одет, извини, ты нам здесь не нужен? Я ему скажу, купи билет в Питер, приезжай в Феодоровский собор, там такие классные все, никогда косо на тебя не посмотрят, никогда. Я там не встречала осуждения, то есть это такое место, куда хочется идти, как домой. Какую миссию сегодня ты считаешь своей обязательной и хочешь развивать? Стратегии здорового образа жизни. То есть, понятное дело, инструмент, вот питайся здорово, там, тренируйся регулярно, но каким образом в течение года, в течение жизни это должно работать, чтобы не как маятник, а как по ступенькам, чтобы ты постепенно, медленно шел к общему плюсу. Вот над этим я сейчас работаю, это самое интересное. Есть ли у тебя какая-то духовная миссия? Может быть, твоя личная, а может быть, моя духовная глобальная? миссия — это то же самое, это не терять тот уровень, на котором я сейчас, и потихоньку, по ступенькам увеличивать как бы хорошее и уменьшать плохое. То есть, потому что всегда есть желание, у меня было там 18 лет, да, когда я пришла в этот храм, в том числе желание, как на катапульте из грязи в князи просто стать супер чистым человеком, но так не работает. Это кропотливая работа, где ты, осознавая себя и все свои недостатки, ты по ступеньке чуть-чуть идешь вперед. А если падаешь со ступеньки, то что? Встаешь и снова идешь.